Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня хочу показать, как сделать очень красивого, эффектного, минималистичного ангела в скандинавском стиле. Ангел будет с подсветкой, выполнен он из доступных материалов и очень простым способом. Давайте смотреть, что у меня получилось. Для основы статуэтки я взяла картонную втулку от пищевой пленки. Она довольно широкая и совпадает с диаметром электронной свечки. Острым канцелярским ножом прорезаю окошко. Это, конечно, совсем не обязательно. Вы можете точно так же задекорировать ангела, просто сделать его без подсветки. Неровный край можно подшкурить и оклеить малярным скотчем или газетами. Я хочу сделать силуэт более вытянутым, форма будет сужаться кверху. Кстати, вместо втулки подойдет любая маленькая бутылочка, и ее форму можно будет точно так же подкорректировать пищевой фольгой. Обязательно нужно вклеить зубочистку или проволоку и хорошенечко ее зафиксировать, для того чтобы позже закрепить на ней голову. Для выравнивания поверхности оклеиваю ее малярным скотчем. Его можно заменить газетами, но тогда нужно будет дождаться их высыхания. Также это не только выровняет поверхность, но и придаст дополнительной прочности. Для мягкого рассеивания света от свечи внутреннюю часть оклеиваю фольгой. Бортики подкрашиваю серой краской, для того чтобы желтый скотч не выделялся на фоне фольги. Я взяла матовый пластик от канцелярской папки и из него буду делать окошко. Мой пластик очень жесткий и плотный, и поэтому я его приклеиваю целым куском. Наношу максимально разогретый термоклей, чтобы у меня было время хорошенечко прижать пластик, пока он будет остывать. Стык также заклеиваю малярным скотчем, для того чтобы он не выделялся. И весь пластик заклеиваю салфетками. Для придания красивого рельефа можно оклеить основу кружевом или любой другой фактурной тканью. Также можно нанести какой-нибудь рисунок через трафарет или вовсе оставить поверхность гладкой. Особенно тщательно подклеиваю вокруг окошка и срезаю лишнее. Руки можно сделать из любой массы для лепки, с которой вы привыкли работать. Я, как всегда, использую свой любимый воздушный пластилин. Очень часто поступают о нем вопросы, так что если вы впервые слышите о воздушном пластилине, рекомендую вам посмотреть мой подробный обзор по ссылке в описании. Я руки дополнительно приклеиваю на ПВА, хотя пластилин и так достаточно хорошо держится на рельефной основе. Также можно сделать рукава в виде конусов из тонкого картона или плотной бумаги и оклеить тем же кружевом, что и основу. Этого ангела я хочу сделать очень нейтрального серого цвета, чтобы не привязывать его расцветкой только к новогодним праздникам. За счет красивой фактуры кружева он и так будет достаточно нарядным. И мне не хочется перегружать фигурку излишним декором. Акриловую краску немного разбавила водой и ПВА, чтобы она стала более жидкой и легче было прокрасить все углубления. И за счет того, что я оклеила пластик салфетками, краска по всей поверхности фигурки ложится равномерно. Для того, чтобы перекрыть яркий цвет пластилина, мне понадобилось 2 слоя. Голову также делаю из воздушного пластилина. У меня не было подходящего телесного оттенка, и я смешала его самостоятельно из розового, желтого и оранжевого. Верхушку головы делаю плоской, чтобы легче было потом распределить волосы.
Ладошки будут сложены, но можно вытянуть их вперед, тогда можно будет дать ангелу в руки свечку или, например, рождественский венок. Окошко можно обрамить какой-нибудь декоративной тесьмой. Можно взять контрастную по цвету, если хотите сделать на нем дополнительный акцент. Как я уже говорила, я хочу сделать очень нейтральный, сдержанный декор. Поэтому тесьму с мелкими помпонами покрашу в цвет основы. Это опять же удобнее будет сделать разбавленной жидкой акриловой краской. Для волос смешала сиреневый и черный пластилин. И делаю прическу, как бы одевая на ангела паричок. Я прорисовала несколько прядей зубочисткой, но на мой взгляд это было даже лишним. И гладкие волосы смотрелись очень даже красиво. Пока пластилин не высох, вставляю проволоку для крепления нимба. А тем временем лицо и ладошки уже высохли, и так как цвет не совсем не подходит, я его затонирую. Для этого в акриловый лак добавила акриловую краску песочного и цвета античной бронзы. Этим же цветом покрываю и волосы, но тоже только после того, как они высохнут. Всю фигурку покрываю глянцевым лаком, а пока он высыхает, сделаю нимб. На проволоку нанизала крупный бисер и скручиваю колечко. Лаком нужно покрывать только полностью высохший пластилин, иначе со временем лак может отслоиться. Проволоку приклеиваю на ПВА. Горловину и манжеты декорирую серебристым акриловым контуром. Также очерчиваю им стык кружева и ленты. И на каждом помпончике рисую жемчужины. Крылья я решила сделать из пластиковой бутылки. Обвожу шаблон перманентным маркером и вырезаю. Остатки маркера можно удалить жидкостью для снятия лака или спиртом. А если остались какие-то неровности, то зашкурить их мелкозернистой наждачкой. Чтобы краска хорошо ложилась на пластик, его нужно предварительно загрунтовать или оклеить бумажными салфетками. Я к акриловой краске добавила немного соды, чтобы получить шероховатую поверхность. После нанесения фактуры крылья крашу той же краской, которой выделяла фактуру кружева. И пока она не высохла, посыпаю полупрозрачными блестками. У них деликатный ненавязчивый блеск, и они будут очень красиво выглядеть, если включить подсветку ангела. И моя главная ошибка. Я приклеила крылья именно так, мне хотелось, чтобы они были как бы сложены за спиной. Но не учла того момента, что фигурка очень легкая, и я никак не могла ее утяжелить, ведь в ее основание вставляется только свечка. Поэтому нужно было приклеивать наоборот, чтобы крылья как бы смотрели вперед. Тогда бы они не перевешивали и ангел стоял бы устойчиво. Но, как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. И мне все же пришлось отклеить крылья, разрезать их, повторно приклеить, но замазать шов той же текстурной краской. Спасибо за просмотр. Как всегда, я жду ваших комментариев, нравится ли вам более яркий или такой вот простой новогодний декор. Ну а мы с вами увидимся уже совсем скоро в очередном видео с подготовкой к Новому году.